Привет, друзья! Здесь, у Благовещенского моста, я приглашаю вас с собой на прогулку по Университетской набережной. Здесь мы закончим прогулку, а начнем у Биржевого моста. Пройдем через Стрелку, выйдем на Университетскую набережную, ну и окажемся здесь. Я вам постараюсь рассказать о каких-то интересных фактах на этой университетской набережной, почему она университетская и бла-бла-бла. Посмотрим. Прекраснейший, солнечный, но и ветреный день. Ладно, не откладываем в долгий ящик, переносимся на Стрелку. Ну а почему? Почему я начинаю именно с Биржевого моста? Сейчас постараюсь объяснить. Во-первых, в строках своего письма. Во-первых, как по мне, обделенный мост своим вниманием туристов. По большой сути, мост-близнец Дворцового моста. Но давайте по порядку. Пока посмотрите на панораму, открывающуюся с Биржевого моста, а мы пойдем по порядку. Изначально на этом месте был 25-пролетный мост деревянный через Малую Неву. Его возвели лишь в 1894 году по проекту инженера Николая Мазурова. Его торжественно открыли 9 апреля. Разводился мост ручными лебедками, ну и долгое время оставался деревянным. И лишь в 1917 году переправу капитально отремонтировали в дереве, а спустя еще год, в 18-м, его, название стало «Мост строителей», а уже в 30-м году 20 века деревянные рамы разводного пролета заменили на металлические. Ручные лебедки также были заменены на электрические механизмы. Капитально и совсем перестроили мост только в 1947 году. И при перестройке постоянные пролетные конструкции заменили на металлические. Но уменьшилась ширина переправы с 21 метра до 18. Хотя опоры и проезжая часть тогда еще оставались деревянными. И в 1960 году построили новый мост по проекту Льва Носкова и Петра Арашева. Тогда его ось переместилась на 70 метров вниз по течению Малой Невы, а длина моста сократилась, в то время как ширина, наоборот, увеличилась. Чтобы вы понимали, мост отсюда сдвинулся чуть правей. Одна интересная деталь. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире. В начале разводки переправа открывается на 15 сантиметров, а крылья, открываются друг от друга, смещаются в центр. Тяжести крыла переносится тем самым, и облегчается процесс разводки моста. Обратим внимание на трезубец. Эти чугунные решетки перильного ограждения. Трезубец древнеримского бога Нептуна. Это было сделано для подчеркивания статуса Санкт-Петербурга как морской столицы России. На Стрелке Васильевского острова Нева делится на две части, большую и малую. Как и все в Петербурге, большое и малое. Ну а мы оказываемся у первой растральной колонны. Их две. Обе. Брат, я снимаю видео. Брат. Так, отвлек меня фотограф. Так, нам тут
не обойти. Так, растральные колонны. Их две. Установлены по обеим сторонам относительно биржи. Здание биржи. О нем дальше будет сказано. В 19 веке они служили маяками для порта столицы. Фонари зажигали ночью и в тумане до 1885 года. Уже в 25 году 20 века были отреставрированы. Растральные колонны были построены по проекту Тома де Тамона, а торжественное открытие колонн состоялось за год до открытия биржи в 1815 году. Ой, как печально, я сейчас вижу, что нам на саму стрелку не выйти. Но это все привет алым парусам, по всей видимости. Ну что ж, как говорится. Ладно. На колонны помещены остовы, то есть носовые части кораблей и морские божества. Символизирующие мощь и величие русского флота, а также отсылающие к древнеримской традиции украшать колонны трофеями поверженных вражеских кораблей. Так, перейдем здесь уж. У нас, чтобы выйти на Университетскую набережную, надо именно на этой зебре перейти. Мне кажется, самая широкая зебра в Петербурге. Потому что далее дорога только на противоположный берег через мост. Так вот, про колонны. Высота каждой из колонн составляет 32 метра. У подножия можно увидеть 4 скульптуры. На вершинах установлены металлические подставки с чашами, где и как раз зажигается огонь. Там 2 женские, 2 мужские фигуры. И считается, они символизируют 4 великие реки России. Волгу, Днепр у северной колонны. Северная — это по ходу нашего движения слева. А у правой колонны южной Неву и Волхов. В 1957 году к колоннам подвели газ, газифицировали. Проще стало поджигать. Так, а мы прошли Центральный музей почвоведения справа от биржи. Ну и ладно, давайте про биржу, наверное, или про стрелку саму. Ладно, про стрелку не будем. По стрелке надо ходить и рассказывать, и показывать. Скажу лишь, что здание биржи сейчас отдали Эрмитажу, и Эрмитаж всеми силами и своими средствами биржу реставрирует. И скоро там откроется экспозиция, и, в принципе, можно туда будет сходить отдельно. Справа у нас должен быть зоологический музей, Российская академия наук. Вообще зоологический музей своим существованием обязан Петру Первому. Но зоологический музей зоологического института, так, тут перебежим, был основан в 1832 году на базе зоологических коллекций натурального кабинета Кунсткамеры. Поэтому Петру спасибо.
В них содержались материалы по зоологии, некоторые из которых сохранились в Зоологическом музее и институте до наших дней. Ребят, 5 минут до отправления кораблика по рекам каналам. Здравствуйте, не желаете покататься? Стоп. Ребят, свободненько. Так, остановимся здесь, на набережной, у Дворцового моста. Ладно. Кому интересно про зоологию, конечно, сходите в этот музей, особенно с детьми. Давайте про Кунсткамеру. Она у нас как раз по правую руку по ходу нашего движения. Кунсткамера признана старейшим и крупнейшим этнографическим музеем мира с коллекционными фондами свыше 1 200 000 единиц хранения. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной самим Петром в 1714 году. Одновременно с процессом создания музея в 1718-27 годах осуществлялось проектирование и строительство для него специального здания на берегу Невы в стиле петровского барокко. Так что есть у нас екатерининское, елизаветинское барокко, но вот еще можем наблюдать петровское. Так, а здесь я смогу? О, тут целый аттракцион. Выйдя сухим из воды, можем, конечно, пробежать. Видимо, у нас ветер с залива, и в Неву немного нагнало воды, но не критично. Не критично. Угу. Удивительным является то, что в указах государя до 1718 года предписывалось сдавать за плату в Кунсткамеру каменья необыкновенные, кости человеческие и скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, старое ружье, посуду, все, что зело, старо и необыкновенно. Забавно, забавно. Сейчас с этой стороны посмотрим. Но, насколько мне помнится, были статьи, что из Кунсткамеры вот этих петровских уродцев в банках-склянках убрали, дабы не травмировать детскую психику. Ну ладно. Академия наук нас ждет. Университетская набережная, дом 5. Находится прямоугольное в плане здание с облицовочным гранитом этажом, центральным 8-колонным портиком и наружными гранитными лестницами. Декор фасада как таковой отсутствует. Это здание Академии наук, строительство которого началось в 1783 году по проекту и под руководством Джакомо Кваренги, который впоследствии отказался от своей работы, так как поссорился с президентом Академии наук, княгиней Екатериной Романовной Дашковой. Она постоянно вмешивалась в ход строительства. И в итоге закончили только к 1789 году.
Планировку меняли неоднократно, значительно переделав внутренние планировки. Ну а проект создания Академии наук в столице обсуждали еще с 1724 года, когда поступило распоряжение императора Петра Великого учинить Академию. И уже через 6 дней был издан Сенатский указ об учреждении Академии и финансировании ее содержания из казны. В указе было такое. Первым параграфом объявлялось, что Академия – это учреждение, через которое бы не только слава его всего государства для размножения наук нынешним временем распространялась, но и через обучение и расположение он их польза в народе впредь была. Это не мой косноязыческий язык, это так было в указе Петровском. Здесь мы уже оказались тоже у интересного места. У нас через дорогу памятник Ломоносову. К 250-летию со дня основания Российской Академии Наук. Так, я немножко, давайте, здесь спущусь на пару ступенек. Конечно, будет скрип, но скрип от воды. Так. Так вот, к 250-летию со дня основания Российской Академии Наук власти решили установить памятник великому ученому Михаилу Ломоносову. Место выбирали долго и тщательно. Господи, как оно скрипит. Я не могу. Бабушкина кровать в деревне, наверное, так ужасно не скрипит, как этот понтон. Так вот, место выбирали долго и тщательно. Его определили между Академией наук и Государственным университетом. Перед ним, что символично, науке Михаил Васильевич посвятил всю свою жизнь, а в высшем учебном заведении он учился и преподавал. Так. И, конечно, давайте, не отходя от кассы, мы видим слева здание 12 коллегий. Очень примечательное, открыточное, восхитительное. В нем располагался Императорский университет, ныне Санкт-Петербургский государственный. Выполнен в стиле барокко. Его возвели в 1722-36 годах по проекту архитектора Доминика Трезини для размещения Сената, Синода и дюжины следующих министерств коллегий. Коллегия иностранных дел, мануфактур-коллегия, военная коллегия, адмиралтейская коллегия, юстиц-коллегия, коммерц-коллегия, берг-коллегия, штатс-контор-коллегия, камер-коллегия, ревизион-коллегия, вотчинская коллегия и главный магистрат. Прямо у нас уходит Менделеевская линия и Университетская набережная. Выстроен из 12 однотипных корпусов вдоль Менделеевской линии, вплотную друг к другу и обращенных к Неве узким торцевым фасадом. В 1806 году, после реформирования коллегий, здание передали главному императорскому педагогическому институту, а через 13 лет вновь созданному Петербургскому университету. Дело в том, что царь Петр I планировал сделать центр Петербурга на Васильевском острове, о чем уже говорилось, наверное, многое и многими. Ну и по этой причине главное административное здание 12 коллегий нужно было строить именно так, потому что Петром I же задумывалось, что все линии, каналы должны быть, как в Венеции. Ну и, соответственно,
вся вот эта часть стрелки Васильевского острова такая была парадная, и, соответственно, вдоль Менделеевской линии был бы замечательное здание 12 коллегий. Через Неву на противоположном берегу мы видим Там автобус кого-то царапает. Исаакиевский собор с его замечательной колоннадой, с которой аудиогид в автоматическом режиме вам расскажет про этот берег. Ну, чисто поименно просто назовут, что тут за здание, а там дальше сами разбирайтесь. Но мы тут поближе сегодня. А почему линия Менделеевская? Да потому что и Менделеев тут трудился и жил. Почему бы не увековечить было? Так, вот там у нас впереди желто-беленькое здание. Манеж первого кадетского корпуса. Это Университетская набережная, дом 13. Вообще идея устройства в нашей стране кадетских корпусов для дворян принадлежал графу Павлу Ивановичу Ягужинскому. Сенату предписывалось, согласно указу императрицы Анны Иоанновны от 29 июля 1731 года учредить кадетский корпус. Для этих целей выделились на Васильевском острове Менщиковский дворец, возведенный в 1710 году архитекторами Джованни Фонтаном и Иоганном Шеделем. Открытие состоялось 28 февраля 1932 года 18 века. В тот день к учебе приступило 56 кадетов, и первый выпуск прошел 8 июня 1734 года. Выпускники были произведены в прапорщики. По проекту Ивана Яковлевича Бланка в 1734 году построили деревянное собственное первое здание манежа первого кадетского корпуса, разместившегося незадолго до этого в Менщиковском дворце. Ну и постройка быстро обветшала, и под руководством Борхарта возвели в 1756-59 годах лицевой двухэтажный корпус. Вот сейчас мы на него смотрим, обращенный на набережную, который образовывал в плане подобие буквы «Т» с примыканием к нему одноэтажного корпуса, вытянутого в глубину участка. В советское время манеж также использовался военными, и он относился к военному ведомству. Ну а после реставрации 2003 года здание используется как ресторан, господа. Да, как ресторан. Ладно, давайте с манежем закончим. Уже с нашей стороны тут уже дополивали клумбы, освободили нам место. Памятник открытой книги. А после мы перейдем, посмотрим на фонтан с той стороны. Памятник открытой книги, господи. Памятник имеет еще другое название, это «Послание через века». Торжественно книгу открыли 25 октября 2002 года в честь и в преддверии празднования 265-летия, в общем, годовщины Васильевского острова и 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга.
На страницах можно прочитать отрывок из поэмы Александра Пушкина «Медный всадник». Он у нас как раз напротив, через Неву стоит. Ну и не менее интересная, а еще менее далекая, здесь памятная такая плита, говорящая нам, что здесь находился первый в городе наплавной Исаакиевский мост. Береговые устои сооружены в 1819-21 годах по проекту инженера Бетанкура. С противоположной стороны есть похожая ответная часть. Напомню, что император Петр Великий долго не желал строить в городе мосты. Он хотел видеть в Петербурге Венецию, где все горожане передвигаются на гондолах. Но для особых нужд все же приходилось строить временные наплавные мосты. Первый такой мост был Исаакиевский. Соорудили в 1727 году, который прослужил верой и правдой людям одно лето. И его снова возвели только лишь в 1732 году. Но и он так, и так его каждое лето делали по новой до середины 19 века. Исаакиевский мост переместили позже, ближе к Стрелке. После того, как появился Благовещенский мост, у нас впереди будет. Первый стали именовать тогда Дворцовым. Ну а при строительстве постоянного Дворцового моста наплавной также возводили на привычном месте. Ага. Вот, сейчас мы привернем в этот замечательный садик. Справа у нас вот только представьте, что именно на этом месте на протяжении почти что 2 столетий каждый год наводили наплавной мост через Неву к Сенатской площади. В 1916 году он сгорел от искры буксира, проплывающего мимо. И все. Какое тут прикольное местечко. Очень свежее, я даже и не знал, что такое есть. Вот это тот самый манеж одноэтажный. Но мы пойдемте дальше. Нас впереди ждет Меньшиковский дворец. Ну или то, что от комплекса здания осталось Меньшикова. Сам Меньшиков — это Александр Данилович, первый петербургский градоначальник. Сподвижник Петра I, генерал-губернатор. Ну и Меньшиковский дворец строился в качестве жилого и административно-общественного здания. Меньшиковский дворец стал первым каменным зданием в Санкт-Петербурге. Он выполнен в стиле петровского барокко по проекту приглашенных зодчих Джованни Мари Фонтана и Иоганна Готфрида Шеделя. Вот мы уже прям идем и вдоль него. В составе комплекса значились также деревянные
посольский дворец, Мазанковая церковь Воскресения и каменный двухэтажный дом управляющего. Все эти строения в окружении живописной садов и парков образовывали даже небольшой городок на Васильевском острове. Но до наших дней сохранилось только вот это каменное здание дворцового комплекса. После опала Меньшикова дворец изъяли в пользу казны и превратили в закрытое военное учебное заведение. Но в 1981 году дворец передали Государственному Эрмитажу. В дворцовых залах филиала Главного музея города в настоящее время размещается экспозиция, которая знакомит с культурой России первой трети XVIII века. Можем пронаблюдать уровень земли, насколько сейчас выше, чем было когда-то. Это все к конспирологическим этим всем идеям о том, что Петербург откупали. И вечным вопросом, почему половина этажей зарыта. Ну, зарыто и зарыто, что, всякое бывает, да? Наросло, культурный слой. А когда-то и просто специально строили в полэтажа, считалось этим подвалом, и не надо было налог платить, потому что налог платился за каждый этаж. Все. Лайфхаки 18 века. Давайте, движемся дальше до зебры. Впереди у нас кадетская линия и первая линия Васильевского острова. Сразу прикреплю ссылочки. У меня есть видеопрогулки через проходные дворы Васильевского острова. И как раз мы стартуем от первой линии. Через все дворы, не выходя ни на набережную, ни на Большой проспект, ни на Малый, ни на Средний. В общем, как-то так. Ну а еще здесь на на начале первой линии и кадетской мы видим Румянцевский сад. Сейчас мы здесь перебежим дорогу. Надеюсь, нас никто на капоте не увезет никуда. Так, давайте попробуем найти калитку. Я так понимаю, тут у нас историческая чугуневая ограда. Румянцевский сад разбили в 1865-66 годах. Инициатором и спонсором выступил петербургский купец первой гильдии Степан Федорович Соловьев. Местный богач вложил в средства по архивным данным где-то 25 тысяч серебряных рублей. О, у нас тут реставрация прямо в центре. И вот там дальше такая веранда, сцена была. Ну, что ж, ладно. Слушайте, ладно, Невский реставрируют, но еще и вот... Эх. Так, давайте огибнем здесь его. Ну и пишут, что можно часто еще Румянцевский сад услышать название Соловьевский, но что-то я не знаю. Тут уж вопросики.
В 1939 году 20 века саду дали имя украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, но историческое название вернули лишь в 2001 году. Тогда же была реставрация сада, но вот спустя 20 с небольшим лет опять. Здесь можно сделать, дорогие друзья, привал, в тени деревьев на лавочках отдохнуть. Но мы двинемся дальше. Впереди у нас Академия художеств, Университетская набережная, дом 17. Выдающийся памятник архитектуры раннего русского классицизма. Создали в 1764-88 годах. Сейчас в нем располагается Петербургская академия художеств имени Ильи Ефимовича Репина. Мы про Репина уже неоднократно вспоминали на прошлых прогулках, когда катались на 3-м трамвае, как минимум, когда ходили по улице, по проспекту Римского-Корсакова. Все мы заканчивали площадью Репина, потому что он там рядышком жил и творил. Также в здании, вот оно у нас уже прямо по курсу, находится научная библиотека и научно-исследовательский музей при Академии художеств. Торжественная церемония закладки здания, приуроченная к годовщине вступления на престол Екатерины II, состоялась в 1764 году 7 июля. Ну а возведенное здание Академии художеств в 1788 году в стиле классицизма стало великим творением 3 архитекторов: Жана Батиста Вален де ла Мота, Александра Филипповича Кокоринова и Юрия Матвеевича Фельтона. Конечно же, есть памятная плита на здании. Охраняется государством, архитекторы, и годы возведения. Правда, здесь сказано, что с 66-го года. Ну, видимо, активное строительство было с 66-го. Ну ладно. Слева у нас через дорогу виднеется массовое скопление автобусов и выпадающих из них туристов, а также мы видим 2 гранатных сфинксов, в принципе, ради которых они здесь и выпадают из автобусов, ну, туристы. Давайте заглянем. Толкнем эти массивные, хочется верить, исторические двери. Ну и просто посмотрим на внутреннее убранство. Здесь проход в музей. Часть какой-то распродажи библиотечной, как будто бы. Ну и такая ротонда с колоннами. Ну и плюс еще налево тоже лестница, тоже музей. Что, как вы считаете, нам... здесь приемная комиссия заседает. Просьба заходить в помещение не более 10 человек за раз. Очный прием документов осуществляется с 20 июня, сегодняшнего числа. Опачки, у нас сегодня 20 июня, если я кому-то это не сказал или забыл. Хотя, подождите, давайте я проверю, чтобы не наврать-то, что у нас 21 сегодня. Хо-хо-хо. Наврал. Давайте поднимемся сейчас по лестнице к музею Академии художеств.
Думаю, не менее примечательная прогулочка получится. Вот теперь вы будете смело, точнее не будете, а можете смело говорить, что были и в Академии художеств. Я так буду говорить. Такой Лёва у нас, ёлки-палки. Лёва. О, боже. Что здесь у нас выход? Можно выглянуть. Внутренний двор. Круглый. Ну и здесь у нас уже кассы, аудиогиды и все. Видимо, здесь у нас вход, а там будет... А нет, там служебный. Я думал, тут и выход. Ну что ж. Вот. Спустимся по второй лестнице. И побежим к сфинксам. Сфинксы, конечно, если задуматься, то это не какая-нибудь там хухры-мухры, которую недавно сделали, а это прям история. Сейчас мы перебежим. Здесь, кстати, остались, видимо, даже это не вентиляция, а внизу в подвале были печи, и уже теплый воздух выходил и обогревал помещение. Скорее всего, если я там не наврал. Ну ладно. Автобусов меньше не становится. Один уезжает, другой подъезжает. Тут прям это... Карусель. Да. Так, сейчас я гляну, что у меня в подсказке про сфинксов говорится. Пока идем до светофора. Бежать не буду. Спотыкнусь еще тут. Благовещенский мост. Кстати, тоже про него кое-что сейчас скажу. Еще пару слов про Академию художеств. Хоть Академия и была готова к 1784 году, отделку завершили только к 1988. Вход в одно из первых петербургских домов спроектировано по принципам классицизма. Решен в виде портика на втором этаже. Между колоннами можно увидеть античные статуи Геркулеса и Флоры, которые сотворил скульптор Иван Прокофьевич Прокофьев. Ну а мы вот оказываемся уже и у сфинксов. Самые настоящие из Древнего Египта. Крупнейший советский востоковед, египтолог и ассиролог, ленинградец, петербуржец Василий Васильевич Струве, в своей работе так их и описывает. По мастерству исполнения фигуры вырезаны из крепчайшего египетского красно-коричневого серого гранита, обилию надписей и хорошей сохранности. Невским сфинксам нет равных в мире. Даже египетские музеи и Лувр не имеют таких экспонатов.
Именно Струве в 1912 году перевел надписи на сфинксах. Надписи представляют полную титулатуру, состоящую из 5 имен и эпитетов фараона Аменхотепа III. Сами сфинксы появились в разгар египтомании в Европе. 2 скульптуры существов с телом льва и головой человека были созданы во время правления фараона 18-й династии Аменхотепа III. Статуи колоссальных размеров, по 23 тонны каждая, в длину чуть больше 5 метров и 4,5 метра в высоту. Выполнена из розового асуанского гранита, отличается высоким качеством работы мастера. Моделировка юных обличий мягкая, глаза миндалевидной формы и губы, выражающие загадочную, едва уловимую улыбку. Красивые и четко пририсованы и обработаны. Конечно, мы тут видим некие утраты на лице. На головах сфинксов царские платки, на груди и плечах широкие ожерелья, хвосты загнуты вокруг бедер, львиные тела гибки и изящны. Ну, а эту часть можно как пристань воспринимать и использовать, что в принципе и было. Сначала народ их не принимал, этих сфинксов, боялся, всякие проклятия думались, но со временем это все, конечно же, выветрилось из умов горожан. И вот уже туристы, как паломники, приезжают на это место. Давайте, Благовещенский мост. Дойдем. Мост через Большую Неву соединяет Адмиралтейский район с Васильевским островом. По его оси проходит водораздел между Финским заливом и Большой Невой. Это первый постоянный мост через Неву. Причем это считается как по времени постройки, так и по месту расположения. Сейчас мы подойдем поближе, но на переправе можно увидеть уникальные чугунные перила, выполненные по рисунку архитектора Александра Брюлова, старшего брата художника Карла Брюлова. Рисунок изображает мифологические морских лошадей с рыбьими хвостами. 1 января 1843 года состоялась закладка моста. Предполагалось его построить за 4 года, но в итоге потребовалось вдвое больше. Ветер, я вам скажу, наверное, там ничего не слышно, и вместо меня слышны только лишь задувание ветра. Что поделать? Чудо микрофона у меня нет, мы так не собирали до сих пор. Ссылки есть на донат в описании. Давайте выйдем на мост, посмотрим этих лошадей с рыбьими хвостами. Вообще мост некогда носил имя лейтенанта Шмидта, а так Благовещенский. Интересный факт то, что... Так, давайте закончим с лошадями. С хвостами рыбьими.
Вроде как бы и морской конек, но не конек. И не морской. Давайте с видом опять на Неву. Так, по истории про мост. После смерти императора в 1855 году мост переименовали в Николаевский. В 1917 году именно за этим мостом стоял крейсер «Аврора», откуда был совершен холостой выстрел, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца. В 1918 году мост получил имя в честь лейтенанта Петра Шмидта, руководившего восстанием на крейсере «Очаков» во время революции. В 1936-1938 годах сооружение перестроил инженер Григорий Передерий. Мост лейтенанта Шмидта стал одним из первых цельносварных мостов в нашей стране. При его возведении использовали передовой на то время метод электросварку, а также применили технологию подводного бетонирования. Еще новый способ испытания пролетных строений водяной статической нагрузкой. Фонари со старого моста поставили на Марсовом поле, так что, когда будете по Марсовому полю гулять, и вот эти фонари с красными стеклами, знаете, фонари раньше были на Благовещенском мосту. Ну, на этом, в принципе, из этих интересных фактов, которые я себе выписал, я думаю, будет достаточно. При должном интересе и любознательности каждый сможет найти информацию для себя важную и интересную. Я лишь вам подсвечиваю те моменты, которые вы можете пропустить. Гуляйте по Петербургу, любите Петербург, открывайте Петербург. С вами был я и Петербург. Я еще здесь. Любуюсь.